Всем привет, друзья, на моем канале! Сегодня мы кулинарим и приготовим с вами вкуснейшее печенье. И хотя на первый взгляд в нем много ингредиентов, но готовится оно очень просто. Берем 200 граммов мягкого сливочного масла, добавляем в него 150 граммов коричневого тростникового сахара, 100 граммов обычного сахара и все это слегка взбиваем. Теперь добавляем сюда 2 яйца и еще немножко взбиваем. Дальше добавляем сюда 1 чайную ложку корицы, пол чайной ложки соды, щепотку ванилина, щепотку соли, 350 граммов муки. И теперь все это уже просто перемешиваем. Добавляем наши наполнители. Это 100 граммов изюма и 70 граммов грецких орехов. И продолжаем перемешивать. Дальше месим наше тесто на досточке или коврике. Мучная подсыпка не нужна, потому что за счет масла оно не будет прилипать к рукам. Долго не месите, чтобы масло не начало таять. Буквально несколько движений. Заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем в морозилку на 1 час. Особенность рецепта состоит в том, что выпечку можно отложить до следующего дня, а тесто держать в морозилке целые сутки. Потом делим тесто на части и делаем из них шарики, примерно 5 см в диаметре. Шарики укладываем на противень, застеленный пергаментом на большом расстоянии друг от друга. Потому что при выпечке они сначала растекутся в лепешки, а потом немножко подымутся. Противень ставим в духовку на среднюю полочку на 180 градусов ровно на 20 минут. Перед установкой противня разогреваем духовку 5 минут. Вот, дорогие друзья, вы можете видеть, во что постепенно превращаются наши шарики. Вот наш результат. Пока печеньки горячие, их можно украсить кусочками шоколада. И украшенные шоколадом, и без него, эти печеньки пойдут на ура, потому что на вкус они больше напоминают пирожные, чем печенье. Из указанного количества продуктов получается примерно 20 штук печенья. Поскольку это печенье печется очень быстро, то подавать его на стол можно даже теплым. Вот такая у этого печенья нежная, воздушная, рассыпчатая серединка. Конечно, разметут его сразу, но если пару штук останется, то хранить их лучше в плотно закрытой емкости, чтобы они не пересохли. Своим нежным вкусом такое печенье может посоревноваться даже с тортом. Приятного аппетита, готовьте с удовольствием, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Желаю всем удачи, здоровья, еще увидимся!